Привет, с вами Корней. Сегодня я хочу провести эксперимент по выявлению у человека сверхчувственного восприятия. То есть это касается таких вещей, как телепатия, интуиция и тому подобного. Эксперимент будет основан вот на этой книге «Объяснение необъяснимого». Это не желтая книга, это действительно серьезный научный труд. Два автора, это психологи Ганс Айзинг и Карл Сарджент. Ганс Айзинг, например, является психологом с мировым именем. Именно он сделал популярными во всем мире тесты на IQ, и ему принадлежит большое количество этих тестов. Итак, как будет проходить эксперимент? Я буду использовать марки. Почему именно марки? Потому что для эксперимента понадобятся различные картинки. Марки хорошо для этого подходят. Когда-то в детстве я их коллекционировал, и вот они у меня сохранились. Из альбома я буду брать наугад 4 марки. 3 марки будут прятаться совершенно. А одна марка будет вкладываться в книгу. И в таком виде это будет предлагаться испытуемому. Он должен будет постараться как-то воспринять эту марку. Затем ему будут предложены все 4 марки. И он должен будет угадать, какую же марку он пытался увидеть, когда она была в книге. Из этих 4 марок, эти 4 марки он должен проранжировать в порядке предпочтения. То есть, какая ему кажется наиболее вероятной, какая на втором месте, на третьем и на четвертом. Затем эти данные будут записываться в таблицу. Если предложенная марка, если он ее поставил на первое место, это плюс 2 балла, на второе плюс 1, третье минус 1 и четвертое минус 2. То есть от плюс 2 до минус 2 в зависимости от того, насколько человеку кажется, что это была та марка. Таким образом будут проведены 4 эксперимента. Конечно, 4 эксперимента это недостаточно для того, чтобы что-то доказать. Но я и не ставлю перед собой такую задачу. Я просто хочу вам продемонстрировать, как вообще подобный эксперимент может проводиться. А сам же я в свое время проводил большое количество таких экспериментов и подобных, и знаю, что сверхчувственное восприятие у людей действительно существует. Ну что ж, приступим. Итак, это мой товарищ Дмитрий. Привет. Дмитрий уже знает условия эксперимента, и сейчас мы его проделаем. Итак, Дима, не подглядывай. Я выберу 4 марки. Одну из них положу в книгу. Допустим, вот эту. Эти я пока спрячу. Дима, смотри. Так попытайся определить, что здесь за марка. Почувствовать, какая она. Я думаю, я готов. Хорошо, словарь. Книга. Итак. Дима, смотри. Какая из этих марок тебе кажется наиболее подходящей? Я думал, будет проще. Ты можешь ориентироваться на любые признаки. Некоторые люди ориентируются даже на основной цвет марки.
иногда на какое-то настроение. То есть все что угодно, любые ассоциации могут помочь тебе. Потому что понятно, что буквально ты, конечно, этих марок не видел. Думаю, вот это. Хорошо, это на первом месте. Мгм. На втором. На втором, думаю, вот это. Угу. На третьем. На третьем вот это. Ну, это. Ну что ж, Цвет. Дима, замечательно была вот эта марка. Ничего себе. Итак, мы отмечаем, что первый эксперимент плюс 2 балла. Ты поставил марку на первое место. Словарь. Словарь. Я выбираю следующие 4 марки. Одну из них кладу в книгу. Дима. Готов. Словарь, словарь. Не подглядывай. Изучаю, изучаю. Так. Дима, смотри. На первом. Угу. Наверное, тут поставлю на второй. Угу. Вот это вот третье. Угу. На последний. Была вот эта марка. Треугольная. Ты поставил на второе место во втором эксперименте. 1 балл. Дима, ну и в общем-то желательно немного передохнуть. Просто я это знаю из опыта, потому что то ли человек утомляется, то ли у него марки из разных экспериментов начинают путаться в голове, начинают. В общем, где-то минут 5 давай передохнем. Почему техника эксперимента именно такова? Дело в том, что все люди, или практически все, обладают сверхчувственным восприятием. Но что-то мешает нам видеть картинку четко и ясно. И поэтому, когда в эксперименте человеку предлагается угадать точный образ, у него, как правило, это плохо получается. Например, классический опыт с картами Зеннера, когда человек должен увидеть конкретный символ. Такие эксперименты доказывают наличие сверхчувственного восприятия у человека, но отклонения от среднестатистического, от случайного, чрезвычайно малы, их трудно проследить. А вот такая техника, когда человеку предлагается что-то увидеть, а потом, не описывая то, что он увидел, а выбрать, что же из предложенных картинок больше соответствует какой-то его мысленной картинке, вот такая техника позволяет избежать, отсеять некие искажения, которые неизбежно возникают в нашей голове, когда мы пытаемся что-то интуитивно увидеть. И действительно, вот такой эксперимент, как правило, дает очень четкую картину того, что сверхчувственное восприятие существует. Итак, продолжим. Дима, отдохнул? Да? Ну что ж, продолжаем. Русско-китайский словарь. Так, следующие 4 марки. Допустим, такие. Так, вот эту марку я положу в книгу.
Открываем. Дима. Думаю, я готов. Словарь. Смотри. Наверное, вот это поставлю на первое место. Вот это на второе. Третье. Вот так вот расположу. Дима, ты опять поставил нужную марку на первое место. Кстати, Дима перед началом эксперимента сомневался в своих способностях. Почему нужен отдых? Точно этого никто не знает, но исследования показывают, и в этой книге это описано, что способность к сверхчувственному восприятию подвержена некоему утомлению, или, по крайней мере, это так выглядит. И поэтому после каждого эксперимента, после каждого этапа нужно делать хотя бы небольшой перерыв. Это будет положительно сказываться на результатах. Вообще же в этой книге описано достаточно множество закономерностей, которые были отмечены. Например, способность к паранормальным вот этим вещам у молодых лучше, чем у пожилых людей. У женщин и мужчин эти способности приблизительно одинаковы, а у экстравертов выше, чем у интровертов. Вот это, казалось бы, парадоксально. Ведь кажется, что интроверт, самоуглубленный человек, должен обладать лучшей интуицией. Однако нет. У экстравертов эти способности лучше. Итак, 4-й эксперимент. Продолжим, да? Да. Так, допустим, вот эту марку я положу в книгу. Эти марки спрячем. Дима? Давай мне еще получится из вариантов выбрать. Готово? Выбирай. Первое место. Это вот второе.
что третий. Мгм. Вот так. Вот это была марка. То есть опять ты разместил ее вот в первых 50%. То есть ты набрал только положительные числа. Ну, что интересно, в экспериментах, которые вот я проводил со многими людьми, почти всегда человек помещает нужную марку в первую половину вот выбранных. В отрицательную сторону попадает в исключительно редких случаях. Итак, Дима набрал плюс 6 баллов. Это хороший результат. В среднем мы могли бы ожидать, что должно быть около нуля, потому что положительные и отрицательные числа должны были бы друг друга скомпенсировать. Но я скажу, что большинство людей чаще всего набирает именно положительное количество баллов. В данном случае, я не знаю, конечно, можно сказать, что это случайный результат, ведь было всего лишь 4 эксперимента. Но я вот этим видео не хочу что-то кому-то доказать. Я просто иллюстрирую, каким образом подобные эксперименты можно проводить. И при желании вы сможете провести большое количество экспериментов и получить уже действительно статистически значимый результат. И я вам могу посоветовать, что если вы за это возьметесь, то обязательно верьте в свои способности. Это важно. Потому что вот в этой книге описано множество самых разных феноменов. И один из них – это то, что люди, верящие в паранормальные способности, показывают лучшие результаты, чем скептики. У скептиков результат чаще приближен к нулю. Но тут есть один интересный момент. Дело в том, что 0 – это ведь тоже не очень частый будет результат. Опять же, в силу случайности будет отклонение в положительную или отрицательную сторону. Но у скептиков 0 появляется подозрительно часто, чаще, чем должен. Это о чем говорит? О том, что скептики используют свои паранормальные способности, которые у них есть, для того, чтобы доказать, что паранормальных явлений не существует. Вот такая парадоксальная ситуация. И из этого можно сделать интересный вывод. Ведь дело в том, что мы используем свои паранормальные способности и в каких-то жизненных ситуациях. Например, когда у нас недостаточно информации, чтобы сделать какой-то выбор, и мы тогда делаем выбор интуитивно. Так вот, человек, верящий в паранормальные явления, он подсознательно склонен делать выбор правильно. По крайней мере, чаще делает правильно, чем ошибочно. А скептик будет делать, примерно 50 на 50. То есть он сам себя лишает какого-то выигрыша в жизни. Поэтому я советую вам, верьте в собственные силы, и ваши жизненные ситуации будут складываться более благоприятным образом. С вами был Корней. Подписывайтесь на канал. Пока.